Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я украшаю вот такой торт в современном стиле. И украшать я его буду в очень быстрой технике. То есть здесь я буду делать имитацию цветов. На это уйдет минимальнейшее количество времени кондитера. Торт у меня здесь украшен белково-заварным кремом, итальянской меренгой. Я буду использовать для его украшения всего лишь 3 кондитерские насадки. Больше здесь нам не понадобится. Все подробно расскажу, как облегчить себе путь с выравниванием этого торта, если кто-то не умеет выравнивать. Итак, для основного вот этого трендового украшения в этом году понадобится насадка номер 200. Это насадка большая. На всех маркетплейсах она продается вот такая, как справа я вам показываю, то есть не зауженная эта насадка, вот такая широкая она идет. Но вот то, что слева я ее использовала, я ее намеренно сделала более узкой при помощи плоскогубцев. И она стала вот той адекватной ширины, которая нужна, в принципе, для украшения тортов и десертов. И если кто-то купил вот такую широкую, нужно обязательно ее сделать более узкой. Также я буду использовать вот эту насадку 7FT для завитков. И насадку номер 70, 1 см на выходе, это листик. Кто не умеет выравнивать боковины торта, можно использовать вот такую силиконовую кисточку. Я думаю, такая есть у всех дома кисточка. Ее можно использовать для декорирования боковин торта. Я сейчас покажу вам здесь на моем же примере, на моем же торте. Это видео уже есть на моем канале по украшению торта книга. Здесь у меня обычная силиконовая кисточка. Я ее смачиваю в холодной кипяченой воде, но здесь с добавлением красителя, так как у меня имитация страницы у книги в этом торте. И я здесь добавляю, естественно, коричневый краситель для эффекта такого состаривания. Но если вам нужно, вы можете просто использовать также силиконовую кисточку, проводить параллельные линии. Постоянно нужно смачивать кисточку в воде в кипяченой, и у вас прекрасно получатся боковинки. И не нужно их выравнивать тогда. То есть вы их примерно так выровняли, лишнюю массу крема убрали, и получаются вот такие прекраснейшие, очень тоненькие параллельные линии, которые очень аккуратно выглядят на боковинах торта. Надеюсь, что я понятно объяснила. Ссылку на украшение вот этого торта я вам оставлю в описании к данному видео. У меня есть уже 2 книги в красках осени на моем канале. Вы можете посмотреть, как я их украшала. Делается это все несложно, главное знать здесь принцип. И видите буквально за пару минут, как у нас шикарно выглядит боковина этого торта. Не будем обращать внимание, что эта страница на любом торте можно так оформить. Итак, вернемся к нашему торту, который сегодня у нас украшается. Я здесь, как вы видите, выравнивание такое идеальное не делала. Сразу же я посыпаю вот такой меленькой сахарной посыпочкой низ торта. Вот такая посыпка в современных десертах, она очень как бы облегчает, делает более воздушным торт. Потому что если мы будем делать бортик он очень обязывающий. А вот такая посыпочка, она очень такая скромная с одной стороны, а в то же время придает воздушности торту. Вот здесь у меня насадка номер 200, которую я сделала более узкой при помощи плоскогубцев. Цвет в красителе у меня здесь индиго-синий. Я буквально полкапельки взяла этого красителя и окрасила вот такое огромное количество крема, чтобы у меня появился вот такой очень нежный голубой тон, но не уходящий в бирюзовый оттенок. Вот это здесь очень важно вот в таких тортах, потому что бирюзовые оттенки, они очень такие достаточно яркие получаются. Очень важно по поводу крема, по поводу консистенции крема, я хочу сказать. Нужно стараться так вымешивать крем, уже когда вы его вымешиваете с красителем, чтобы у вас не оставалось лишних пузырьков в креме. Потому что из масляного крема обычно в мировой практике сейчас, в мировой кондитерской практике сейчас украшаются такие линии, волны, скажем так, на торте, ленты, кто как их называет. И масляный крем имеет совершенно другую консистенцию. В нем нет столько воздуха, сколько в белковом креме. Поэтому, когда вымешиваем вот этот крем для нанесения в виде вот таких вот лент, нужно очень хорошо его вымешивать, белковый крем. И если консистенция крема у вас как бы перевзбитая, то есть он абсолютно не пластичный, на вид бывает такой крем, когда вы перегрели сироп, допустим, когда вы варите сироп на белковый заварной крем, очень сильно перегрет сироп, или перевзбили вы очень мощным миксером, допустим, перевзбивали сам крем, то тогда вот эти линии тоже у вас будут прерывистыми. Тогда, когда у вас вот такой ужасно плотный крем, уже по-другому не назовешь, его можно буквально по 1 чайной ложечке добавлять туда холодную кипяченую воду уже в сам крем и слегка его как бы разбавить. Я думаю, что я понятно объяснила, чтобы отсадить вот такие полосы. Делаю завитки из насадки 7FT. Цвет у меня здесь, заметьте, у красителя не розовый, а именно алый красный, чтобы получились вот такие кораллового цвета, очень нежные
завитки, то есть это не розовый цвет пинк, он не будет сочетаться вот с этим индиго-синим. Также я делаю листья из насадки листик номер 70. Очень частый вопрос в комментариях, как сделать листья, чтобы они не были такими оборванными на кончиках. Здесь тоже все зависит, я бы сказала, на 90% от консистенции крема. Если, опять же, то же самое, как и в этих линиях. Если у вас крем очень плотно взбит, у вас обязательно будут вот так вот надорванные листики. И крем должен быть очень гладкой консистенции. Не бойтесь его слегка разбавить, вот буквально по пол чайной ложечки воды, и вымешивать до нужной консистенции, добавлять туда, если у вас такой крем. Миксеры все очень разные. Сейчас очень многие имеют очень мощные миксеры. 1000 Вт, 1200 Вт, я имею в виду планетарные, поэтому крем белковый очень бывает перевзбит. И в этом проблема. Надпись, как вы видите, я положила пластиковую. Такие топеры на торт, они продаются сейчас на всех маркетплейсах, во всех кондитерских магазинах. Я думаю, что это не проблема купить. Хочу обратить ваше внимание вот на эти цветочки из мастики. Из молдов мы их делаем, уже из готовых молдов. Заранее я их всегда просушиваю, так же, как и шарики из мастики. Здесь очень важно, что вот такие цветочки из мастики готовые, они не сочетаются с розочками из крема. То есть вот с такими завитками они прекрасно сочетаются на торте. А когда вы будете использовать, допустим, вот эти розочки и уже розы из крема, отсаживать из насадки розы, это смотрится очень некрасиво, абсолютно не соответствует по стилю, поэтому будьте здесь внимательны вот с этими мастичными цветочками. Как сделать такие цветочки из молдов, есть подробное видео на моем канале, я вам ссылочку оставлю в описании к данному видео также. Здесь я также активно использую бабочки из вафельной бумаги, не из сахарной, а именно из вафельной. Сразу отвечаю на вопрос в комментариях. Бабочки из вафельной бумаги и вообще вафельная бумага не требуют дополнительной изоляции на белково-заварном креме. Они будут сутками стоять, эти бабочки, на белковом креме, и ничего с ними не произойдет. То есть ничем я их не изолирую. Также в дополнение, в завершении декора я посыпаю все еще так акцентами, серебряными бусинами. Внутри у меня рисовая начинка у этих бусин, то есть они должны быть всегда очень мягкие внутри. Следите всегда за этим, чтобы ваши гости не поломали зубы. Вот есть такие сахарные бусины, очень твердые. На это всегда нужно обращать внимание, какой продукт вы покупаете в кондитерском магазине. Обычно это пишется в описании продукта. В принципе, торт мой готов. Внутри у меня торт сладкоежка. Это шоколадный вкуснейший торт. Ссылочку на его приготовление. Есть подробнейшее видео на моем канале по приготовлению торта сладкоежка. Я вам оставлю в описании к данному видео. Торт у меня был размером 34 на 24 сантиметра. Торт в принципе не маленький, но белково-заварного крема я варила здесь из расчета порции на 200 грамм белка. И немножко крема в мешках в кондитерских у меня еще осталось. Лучше всегда количество крема рассчитывать немножко побольше. Это всегда лучше, чем его просто не хватит вам крема. Если особенно вы новичок, пусть на один белок вы израсходуете больше. Ссылки на видео по приготовлению самого белково-заварного крема итальянской меренги я вам, конечно же, оставлю в описании под данным видео. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.